Это Армин ван Buuren. Добро пожаловать в мою студию. Это Сандер Ренеман, мой турменеджер и диджей из 250K голландской компании по производству видео. Я хочу рассказать, как я выступаю на своих шоу. Я хочу сделать это, так как многие меня спрашивают, играю ли я вживую. Да, я действительно свожу треки старым добрым способом. Многие коллеги говорят, что нельзя синхронизировать вживую аудио и видео. Но с нашим сетапом это абсолютно возможно. Синхронизировать аудио, видео без диджей. Я не использую диджей, потому что я использую фиксированный размер видео 4:3. Сандер посоветовал мне на больших аренах с огромными экранами показывать, например, девушку, поющую трек, который играет, или видео, синхронизированное с брейкдаунами или подъемами треков. Это прекрасный элемент шоу. The music with the visual, so it's more of one show. So the setup that I have here is my normal DJ setup that I use for my gigs. У меня в студии мой обычный сетап. Этот экран отображает то, что на шоу показывается на экранах за моей спиной. В студии, конечно, у меня все скромнее. Я использую 4 плеера, так как это единственный способ использовать тайм-код. И микшер Pioneer DJM 2000. My mixer is a DJM 2000 from Pioneer. Эти два плеера используются для аудиотреков, а эти два для SMPTE-сигнала. В аудиоформате он звучит так. Сигнал SMPTE может управлять видео. По очень длинному кабелю сигнал идет к сендеру. Когда я включаю плеер, в программе запускается видео. Мы делим сигналы на левый и правый каналы. Один используется для управления, а другой дает клик для вокалисток, если они поют вживую. Еще в SMPTE прекрасно то, что с помощью этих сигналов можно управлять, например, фейерверками или давать обратный отсчет времени выхода на сцену для танцоров. Я играю треки в формате WAV с USB-драйва, а на компьютере у меня стоит программа для чата, с помощью которой я сообщаю Сандеру, какие треки я собираюсь играть. Я не составляю трек-лист заранее, а ставлю треки в виде реакции людей. So the trick of what I do is basically using the fader start technique. It's a really old-fashioned technique. Я использую фейдер старт, который издавна используется на радио. Я открываю фейдер, и плеер автоматически стартует. But instead of starting one player, we split the fader start signal. Но мы разделили сигнал фейдер старта на два плеера, и теперь фейдером запускается не только этот, но и этот плеер. Я выставляю одинаковый питч и знаю, что плееры стартуют синхронно. Вот я загрузил трек Suddenly Summer. Его BPM 134 и pitch 3.1. And the tempo is set at 3.10. So what I do with the timecode track, I make sure that the... На плеере с тайм-кодом я также устанавливаю pitch 3.1. Треки будут стартовать с одной и той же точки, то есть с самого начала. В DJM 2000 можно включать фейдер старт. Теперь я могу запускать треки фейдером. But with the track, the other player starts playing as well. So
If you look at the screens, Я запускаю треки и знаю, что у них одинаковый pitch, и стартовали они с одной точки. signal is started with the same BPM and at the exact same position as the audio track. So if you look on the screens right now, we use the APC. Если мы посмотрим на видео, мы увидим, что оно точно синхронизировано с треком. So now I can DJ using Теперь я могу играть треки и синхронизировать их с видео с соотношением 4:3. Перед каждым выступлением Сандер смотрит, какие экраны есть на площадке. Они обычно каждый раз разные. Он подстраивает соотношение сторон видеоизображения для того, чтобы контент отображался в неискаженном виде. Когда я собираюсь поставить следующий трек, я использую наушники для подбора скорости. Перед этим я посылаю Сандеру информацию, какой это будет трек. В данном случае я ему сообщаю, что это будет Fine Without. Фейдер старт включен, и в соответствии с битом я запускаю эти плееры. Теперь Сандеру приходит два SMT-сигнала. С этого плеера и с этого плеера. Я слышу, что аудиотреки играют синхронно. Сандер может микшировать сигналы на Akai APC. Сейчас здесь два разных видео.